Мужчине было 54 года. Не курил, не пил, следил за сахаром, холестерин в норме, а потом инсульт. Врачи долго не могли понять причину, пока не сделали один анализ, который обычно никто не назначает. Результат показал уровень гомоцистеина в 3 раза выше нормы. Повышенный гомоцистеин может быть одним из факторов, повреждающих сосудистую стенку и повышающих сосудистый риск наряду с холестерином, давлением, диабетом, курением и другими причинами. Сегодня вы узнаете, что это за вещество, почему о нем молчат и как с ним справляться. А в конце простой домашний рецепт, который поможет держать гомоцистеин под контролем. Гомоцистеин – это аминокислота, побочный продукт переработки метионина. Метионин мы получаем с пищей, из мяса, яиц, молочных продуктов. В здоровом организме гомоцистеин быстро перерабатывается и выводится. Но для этого нужны 3 вещества – витамин В6, витамин В12 и фолиевая кислота, витамин В9. Когда хотя бы одного из них не хватает, а после 50 дефицит встречается чаще, гомоцистеин начинает накапливаться в крови. И вот тут начинаются проблемы. Первое. Гомоцистеин повреждает эндотелий, тонкий внутренний слой сосудов. Представьте, стенки ваших артерий покрыты гладкой защитной пленкой. Гомоцистеин действует на нее, как наждачная бумага. Он буквально царапает поверхность сосуда изнутри. Второе. В местах повреждения начинается воспаление. Организм пытается залатать ранки и отправляет туда холестерин. Именно поэтому холестериновые бляшки появляются не случайно, а в конкретных местах, там, где эндотелий уже поврежден. Третье. Гомоцистеин усиливает окислительный стресс. Он генерирует свободные радикалы, которые повреждают клетки сосудистой стенки еще сильнее. Получается замкнутый круг. Повреждение, воспаление, окисление, еще больше повреждений. Четвертое. Он повышает свертываемость крови. Кровь становится гуще, склонной к образованию тромбов. А тромб в поврежденном сосуде – это прямой путь к инфаркту или инсульту. И вот что важно понять. Сахар повреждает сосуды медленно, через годы. Высокий гомоцистеин связан с сосудистым риском и может повреждать сосудистую стенку быстро, потому что атакует ее напрямую без посредников. Теперь главный вопрос. Если гомоцистеин настолько опасен, почему о нем молчат? Причина первая – деньги. Анализ на гомоцистеин обычно не входит в стандартное обследование. Его нужно запрашивать отдельно и платить за него отдельно. Вторая причина – лечение. Снижается гомоцистеин недорогими препаратами, а простыми витаминами группы В. Фармацевтическим компаниям невыгодно продвигать проблему, решение которой стоит копейки. Причина третья – инерция. Медицина десятилетиями строилась вокруг холестерина. Миллиарды вложены в статины. Перестроить систему под новый маркер – это признать, что старая модель была несовершенной, а этого никто не хочет делать. А теперь проверьте себя. Есть 5 факторов, которые резко повышают уровень гомоцистеина после 50. Первый фактор – возраст. После 50 усвоение витаминов В12 и фолиевой кислоты из пищи снижается на 30-40%. Желудок вырабатывает меньше соляной кислоты, а без нее В12 просто не всасывается. Второй – лекарства. Метформин, который принимают миллионы людей при диабете 2 типа, блокирует усвоение витамина В12. То же делают ингибиторы протонной помпы, препараты от изжоги и гастрита. Если вы принимаете что-то из этого, вы в зоне риска. Третий – генетика. У каждого 10-го человека есть мутация гена MTHFR. Она мешает организму превращать обычную фолиевую кислоту в активную форму – метилфолат. Такой человек может есть зелень каждый день, а уровень все равно будет расти. Четвертый фактор – курение и алкоголь. Курение разрушает витамин В6 в крови, а алкоголь блокирует усвоение фолиевой кислоты. Даже 1-2 сигареты в день уже повышают уровень гомоцистеина. Пятый фактор – малоподвижный образ жизни.
Физическая активность помогает регулировать метилирование, процесс, который расщепляет гомоцистеин. Без движения этот механизм замедляется. Если вы нашли у себя хотя бы 2 из 5, обсудите с врачом целесообразность сдачи такого анализа. Оптимальный уровень гомоцистеина для человека старше 50 от 5 до 8 микромоль на литр. Многие лаборатории пишут, что норма до 15. Однако новые исследования показывают, при уровне выше 10 риск сосудистых катастроф уже значительно возрастает. Что делать? Первое – витамины группы В, но не любые. Фолиевая кислота должна быть в форме метилфолата, В12 в форме метилкобаламина. Это активные формы, которые организм может использовать сразу без дополнительных превращений. Стандартная фолиевая кислота из дешевых компонентов не работает у людей с мутацией MTHFR. В12 – это прежде всего печень, красное мясо, рыба, яйца. Если вы старше 50, усвоение В12 из еды снижается, и тогда добавка в форме метилкобаламина становится не роскошью, а необходимостью. Витамин В6 – курица, индейка, рыба, картофель, бананы. Второе – продукты, богатые натуральным фолатом. Шпинат, брокколи, спаржа, чечевица, авокадо, печень. Эти продукты содержат именно натуральный фолат, а не синтетическую фолиевую кислоту. Третье – бетаин. Он содержится в свекле и помогает перерабатывать гомоцистеин по альтернативному пути, в обход витаминов группы В. Это дополнительная страховка. Четвертое – движение. 30 минут ходьбы в день уже заметно улучшают процесс метилирования. Теперь простой рецепт, который может быть частью рациона, который поддерживает нормальный обмен фолата и метионина. Свекольный напиток с фолатом. Возьмите одну небольшую вареную свеклу, 1 средний апельсин, горсть свежего шпината, стакан воды. Смешайте в блендере, пейте утром за 30 минут до еды. 3-4 раза в неделю. Свекла дает бетаин, шпинат – натуральный фолат, апельсин – витамин С, который помогает усвоению. Простой, вкусный и работающий напиток. Гомоцистеин, он не болит, не показывает себя в обычных анализах, но именно он запускает разрушение сосудов, на которые потом списывают холестерин. Теперь вы знаете, что искать и как с этим справиться. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, в которых мы разберем еще больше скрытых угроз для вашего здоровья.